Приступаем к процессу покраски трубочек. Мы будем смешивать грунтовку глубокого проникновения, эмаль акриловую и колеры сиреневый и красный. Я смешала образцы. Вот такие у меня цвета должны получиться. Перед покраской не забываем одеть перчатки, постелить пленку. Эмаль нужно очень хорошо размешать, а колеры и грунтовку обязательно взбалтываем. Сначала смешиваем грунтовку с эмалью, хорошо размешиваем, а затем будем добавлять колеры. Для раствора с сиреневой краской добавляем примерно 150 грамм грунтовки. Для раствора с розовой примерно 100 грамм. Теперь добавляем на 150 грамм грунтовки 3 чайные ложки эмали. Ну и соответственно на 100 грамм 2 чайные ложки. Очень хорошо размешиваем. Для лучшего размешивания можно использовать кисти. И теперь будем добавлять колеры для того, чтобы выйти на нужные нам цвета. Заранее трубочки можно не окрашивать. Можно сразу экспериментировать, добавляя колер, окрашивать пробные трубочки и смотреть, какой цвет. Добавлять сначала немного, если цвет покажется не такой насыщенный, добавлять еще и таким образом прийти к нужному цвету. Сначала добавляем какое-то количество, размешиваем, смотрим. Здесь можно контролировать цвет. Вот получается светлый, добавляем еще. Если колера мало, добавляем колер. Если колера налили слишком много, то можно добавить еще грунтовки и эмали. И теперь розовый. Теперь красим пробные трубочки. Все, цвета получились такие, как мне надо. И я буду сейчас окрашивать все трубочки. Имейте в виду, что когда трубочки мокрые, то у них цвет немножечко темнее, чем после высыхания. Но вы ориентируетесь на тот цвет, который сейчас, потому что после того, как трубочки покроются лаком, цвет будет вот такой, как вы видите сейчас. Начинаем красить все трубочки. Перед покраской подготовим баночки, в которых будем сушить. Сушить будем вертикально. Трубочки будем красить, прокатывая вперед и назад. Сначала красим с одной стороны, хорошо тщательно промазываем, затем переворачиваем и красим с другой стороны. Теперь даем немножечко краски стечь. Кисточкой убираем излишки. И складываем в баночку той стороной, которую мы склеивали. Затем, чтобы краска стекала вниз, складываем трубочки на каком-то расстоянии друг от друга, чтобы они не слипались. И периодически помешиваем. Когда трубочки просыхают таким способом, на них не остается следов, и они равномерно прокрашиваются. Трубочки основы нужно просушить в течение суток, они нам нужны абсолютно сухие. А трубочки для плетения достаточно просушить в течение часа. Затем ими можно плести
Но я буду покрывать их после того, как они подсохнут, специальной смесью для того, чтобы они были более пластичные. О ней я скажу позднее. После смены цвета протираем пленку влажной салфеткой. Сиреневые трубочки красим аналогичным способом. После того, как сиреневые трубочки подсохли, отчетливо видно непрокрасы. Смотрите поближе. Это возможно при окрашивании колерами. И в этом случае просто нужно покрыть на второй слой, для того, чтобы окрас был более равномерный, что мне и нужно. И еще вот те места склейки, они не закрашиваются, как вы обратили внимание, потому что у меня клей влагостойкий, но пугаться этому не нужно. Вот эти места, они в плетении смотрятся грубо, и мы их обязательно будем срезать, поэтому нам это не принципиально. Сейчас я прокрашу еще на один слой и покажу вам, что получилось. Вот такой результат у меня получился. После того, как я окрасила на второй раз, все непрокрасы скрылись. Сам факт того, что если вы окрасили и у вас трубочки пестрые, там в крапинку или не прокрашенные, не пугайтесь, можно покрыть на второй раз, можно покрыть даже на третий раз тем же самым раствором. Иногда бывает, что некоторые колеры, они с первого раза не берут, особенно в темный цвет, когда окрашиваешь. Вот. Но если нужно, чтобы в плетении трубочки были однородные, ровные, то приложите небольшое усилие и покрасьте на 2-3 раза. Самое главное, чтобы изделие смотрелось красиво и выглядело очень качественно. И теперь, чтобы трубочки оставались влажными, мы их завернем в полиэтиленовую пленку или в файл, оставляя кончики наружу, для того, чтобы они подсыхали и здесь удобно было скреплять. Вот. Но я эти трубочки еще буду покрывать раствором акрилового лака с водой. Так они будут более пластичными и плетение будет лучше ложиться. Когда вы храните трубочки в пленке, то долго этого не делайте. Желательно не больше суток, потому что трубочки во влажном состоянии могут испортиться, могут покрыться плесенью. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции 1 к 2. 1 часть лака и 2 части воды. Наливаем воду, добавляем лак и тщательно размешиваем. Можно для лучшего размешивания использовать кисть. Трубочки равномерно покрываем этой смесью. И теплым феном подсушиваем верхний слой. Верхний слой мы подсушиваем для того, чтобы трубочки не слиплись между собой. Внутри же они должны оставаться влажные. Поэтому желательно их покрывать этой смесью
примерно через час после того, как вы их покрасили колером. Если же у вас трубочки полежали и полностью высохли, то смочите их изнутри. Просто внутрь из-под крана налейте горячей воды. И теперь покрываем все трубочки таким образом и можем приступать к плетению корзинки.